На Байконуре чуть более часа назад на стартовый стол установили ракету-носитель «Союз-2-1А», которая же через считанные дни 5 октября выведет на орбиту пилотируемый корабль с первым в мире киноэкипажем. Съемочная группа научно-просветительского проекта «Вызов». Его реализуют совместно Первый канал и Роскосмос. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко – непрофессиональные космонавты. Чтобы отправиться в такое путешествие, они прошли строгий отбор и сложнейшую подготовку. Ну а для командира корабля, космонавта Антона Шкаплерова, это будет уже 4-я командировка на МКС. Итак, ждем старта вместе. Сколько времени до него осталось, вы можете видеть внизу экрана. Обратный отсчет идет в режиме реального времени. Ну а как проходила сегодняшняя выкатка и установка ракеты, расскажет Ольга Паутова. Последние минуты перед вывозом ракеты. Вот-вот эти ворота откроются. Мы видим, что ракет-носитель уже в полностью собранном состоянии. Обратите внимание на головной обтекатель. Внутри него уже тот самый космический корабль, который и доставит экипаж на орбиту. Под лучами солнца она ослепляет своим блеском. Космическая романтика. Проводить ракету каждый раз выходят работники космодрома. А к этой, конечно, приковано еще и особое внимание журналистов. Гениально! Как дела? Все нормально? Отлично. И если время старта каждый раз разное, оно зависит от многих факторов, то путь из монтажно-испытательного корпуса неизменно начинается в 7:30 утра. Дело в том, что именно в это время вывозили тот самый «Союз», на котором стартовал Гагарин. И с тех самых пор уже 60 лет традицию не нарушают. Кстати, тепловозу, который перевозит ракету, тоже 60 лет. Он создавался специально для работы на космодроме. Такого мягкого хода нет ни у одной современной машины. В основном зависит от машиниста все. Она как поедет, как прицепится, как остановится. Прежде чем начнутся испытания, идет сложный процесс вертикализации. Ракету поднимают очень медленно, никакой спешки, ведь через несколько минут она займет то самое положение, из которого 5 октября и будет стартовать. Теперь начинается тестирование технологического оборудования, проверка наземных систем, подстыковка кабелей, электрики и связи. Работы будут идти несколько дней. До последней секунды могут произойти операции, которые система может, допустим, принять как нештатные или какие-то, скажем так, неправильные и дать отбой. Но будем надеяться, что этого не произойдет, потому что ракета надежная, 410 пусков уже сделано, 5 числа будет 411 пуск. А в это время основной и дублирующие экипажи корабля «Союз МС-19» продолжают тренировки. Сегодня предстоит насыщенный день. Консультации по программе полета, укладка бортовой документации, практические занятия с фотоаппаратурой. В понедельник экипажи проведут пресс-конференцию. И уже во вторник Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров бросят вызов космосу. Ольга Паутова, Илья Марин, Павел Романов, Валерий Севастьянов. Первый канал. Байконур. Итак, во вторник, 5 октября, в день исторического старта 1-го киноэкипажа к МКС, включайте наш канал с самого утра и будьте в центре событий. Вас ждет трансляция с Байконура так близко. Из таких ракурсов взлет ракеты вы еще не видели.